Посреди огромной, неумолимой Атлантики, там, где Европа уже закончилась, а Америка еще не началась, лежит архипелаг, который веками служил маяком для потерянных душ. Это место, где 4 стихии не просто сосуществуют, а ведут страстный, бесконечный танец. Здесь земля дышит паром, вода падает с небес стеной, ветер гнет вековые деревья, а огонь дремлет под ногами, напоминая о себе горячими источниками. Азорские острова. 9 вулканических жемчужин. 9 миров, разбросанных на протяжении 600 километров. Их называют Гавайями Европы. Но это сравнение не передает их суровой нордической меланхолии и тропической буйности. Это история о том, как жизнь пробивается сквозь черный базальт. Это история о китах, вулканах и людях, которые научились жить на пороховой бочке, называя ее раем. Добро пожаловать на Азоры, в самое сердце Атлантики. Чтобы понять Азоры, нужно заглянуть вглубь планеты. Архипелаг стоит на стыке 3 гигантских тектонических плит – евразийской, североамериканской и африканской. Это геологический перекресток, место колоссального напряжения. Миллионы лет назад дно океана разорвалось, и магма устремилась вверх, создавая эти острова один за другим. Самый старый из них, Санта-Мария, поднялся из воды около 8 миллионов лет назад. Самый молодой, Пику, сущий младенец по геологическим меркам, ему всего около 300 тысяч лет. Но Земля здесь не успокоилась. Она жива. Взгляните на остров Сан-Мигел. Долина Фурнаш — это не просто живописная ложбина. Это дно огромного древнего кратера. Здесь воздух пахнет серой, а из-под земли вырываются столбы пара, словно дыхание дракона. Местные жители веками используют это тепло. Они не нуждаются в плитах и духовках. Сама земля готовит им пищу. Но вулканическая природа — это не только угроза. Это дар. Вулканический пепел сделал почву невероятно плодородной. Именно благодаря огню, бушующему в недрах, поверхность островов превратилась в один из самых зеленых садов на планете. Черная смерть, застывшая в камне, дала жизнь изумрудным лесам. Сан-Мигел – самый большой и густонаселенный остров архипелага. Его называют Илья-Верде – Зеленый остров.
И это не преувеличение. Оттенков зеленого здесь больше, чем может различить человеческий глаз. От темного, почти черного цвета криптомерий до салатового сияния пастбищ. Главная визитная карточка острова — Сете-Сидадеш. Огромная кальдера диаметром 5 километров, внутри которой покоятся два озера. Одно лазурное, другое изумрудное. Легенда гласит, что эти озера наплакали разлученные влюбленные, голубоглазая принцесса и зеленоглазый пастух. Их слезы смешались, но воды так и не соединились полностью, сохраняя свои цвета, как память о невозможной любви. Наука объясняет это разницей в глубине и водорослях. Но стоя на краю кратера, когда туман, неваэйру, как говорят португальцы, медленно сползает по стенам кальдеры, хочется верить именно в легенду. Но Сан-Мигел хранит и другие секреты. Это единственное место в Европе, где выращивают чай в промышленных масштабах. Плантации горианы выглядят так, словно их перенесли сюда из Азии. С 1883 года здесь собирают чайный лист, обдуваемый солеными ветрами Атлантики, что придает напитку уникальный вкус, которого нет больше нигде в мире. А чуть южнее, в ананасовых теплицах Понта-дель-Гаде, происходит еще одно чудо. Азорские ананасы, маленькие, но невероятно сладкие, зреют здесь годами. В прошлом, чтобы заставить их цвести, теплицы окуривали дымом, создавая искусственный стресс для растений. Когда португальские мореплаватели впервые наткнулись на эти острова в 15 веке, они были необитаемы. Ни людей, ни крупных млекопитающих, только птицы. Кстати, название Азоры произошло от ошибки. Моряки приняли местных конюков за ястребов-тетеревятников, по-португальски «ацор». Ястребов здесь никогда не было, но имя прижилось навсегда. Очень быстро архипелаг стал перекрестком миров. В эпоху великих географических открытий ни один корабль, идущий из Индии или Америки, не мог пройти мимо Азор. Здесь пополняли запасы воды, чинили паруса и лечили цингу. Сердцем этой морской империи стал остров Терсейра. Его столица — Ангра-ду-Эроишму, первый португальский город, целиком включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Планировка улиц здесь продиктована не прихотью архитекторов, а розой ветров, чтобы защитить жителей от океанских бризов. Здесь хранилось золото инков и специи Востока. И, конечно, где есть золото, там есть и пираты.
Воды вокруг Азор веками были ареной жестоких морских сражений. Английские корсары, включая сэра Фрэнсиса Дрейка, не раз пытались захватить эти богатые порты. Форты Сан-Себастьян и Сан-Жуан-Батишта до сих пор грозно смотрят в океан своими каменными бойницами, помня запах пороха. Центральная группа островов — это царство контрастов. И король здесь один — вулкан Пику на одноименном острове. Это самая высокая точка Португалии, возвышающаяся на 2351 метр над уровнем моря. Его идеальный конус виден за десятки километров. Он служит магнитом для облаков и ориентиром для моряков. У подножия гиганта раскинулся самый странный виноградник в мире. Здесь нет привычных рядов лозы на зеленых холмах. Виноград растет прямо из черной лавы. Чтобы защитить хрупкие лозы от соленых брызг океана и ветра, фермеры веками строили лабиринты из базальтовых стен — курайш. Тысячи километров каменной кладки, созданной вручную. Это титанический труд, благодаря которому рождается вино с привкусом вулкана и моря. Всего в нескольких километрах через пролив лежит остров Фаял. Его называют «Синим островом» из-за обилия гортензий. Но у Фаяла есть и темная сторона. В 1957 году здесь произошло событие, изменившее географию. Прямо у побережья, возле маяка Капелиньюш, началось извержение подводного вулкана. Океан закипел. В течение года пепел и лава похоронили целую деревню и прибавили к острову 2 квадратных километра новой суши. Маяк, который когда-то стоял на берегу, теперь находится далеко от воды, наполовину засыпанный черным песком. Это место выглядит как поверхность Марса. Мертвая, серая пустыня посреди цветущего рая. Вечное напоминание о хрупкости человеческого жилья перед лицом стихии. Если посмотреть на карту, остров Сан-Жоржи напоминает спящего дракона или гигантский корабль, окаменевший в океане. Это самый вертикальный из всех островов. Скалы здесь обрываются в океан с высоты сотен метров. Уникальная особенность Сан-Жоржи — это фажос.
Небольшие плоские террасы у самой кромки воды, образованные в результате древних оползней и потоков лавы. Раньше, до строительства дорог, люди жили на этих изолированных клочках земли, спускаясь туда по веревкам или тропам, чтобы выращивать ямс и кофе. У каждой фажи свой микроклимат. На одной может расти тропический кофе, на другой — только жесткая трава. Но главное сокровище Сан-Жоржи пахнет молоком и солью. Знаменитый сыр Сан-Жоржи. Огромные желтые колеса весом по 10 килограммов зреют месяцами в прохладных пещерах. Коровы здесь пасутся круглый год на зеленых лугах, обдуваемых океанским бризом, и именно эта соленая трава придает сыру его острый, пикантный вкус. Местные говорят, чтобы сделать хороший сыр, нужно 3 вещи: счастливая корова, терпение и чистые руки. Азорские острова — это не только суша. Это оазис жизни в глубоком океане. Воды здесь уходят на глубину до 3000 метров почти сразу у берега. Это идеальная столовая для гигантов. Когда-то Азоры были центром китобойного промысла. Это была жестокая, кровавая, но героическая страница истории. Мужчины выходили в открытый океан на маленьких деревянных лодках, вооруженные лишь гарпунами, чтобы сразиться с левиафанами. Это была борьба за выживание. Масло кашалотов освещало дома, из костей делали инструменты. Последний кит был убит здесь в 1987 году, но китобои не исчезли. Они сменили гарпуны на бинокли. Сегодня Вижиа — наблюдатели, которые раньше высматривали фонтаны китов с береговых вышек, чтобы направить охотников, теперь направляют лодки с туристами. Азоры — одно из лучших мест в мире для наблюдения за китами. Здесь можно встретить до 24 видов китообразных. Кашалоты живут здесь постоянно, создавая сложные социальные семьи. А весной мимо островов проходят мигрирующие синие киты, самые большие существа, когда-либо жившие на земле. Видеть, как 30-метровый гигант делает вдох, выпуская фонтан высотой с 3-этажный дом, значит прикоснуться к вечности. Далеко на западе, оторванные от всего мира, лежат 2 последних острова — Флориш и Корму. Это уже не совсем Европа,
Они находятся на североамериканской литосферной плите. Флореш — это остров воды. Кажется, что он плачет от счастья. Здесь сотни водопадов. В местечке Посу да Рибейра ду Феррейру вода падает с огромной зеленой стены десятками серебряных нитей, создавая природный собор, где вместо органа звучит шум потока. Это джунгли посреди Атлантики, затерянный мир, где время остановилось, а рядом крошечный Корву. Остров — вулкан. Всего одна деревня, 400 жителей, все знают друг друга по имени. Они живут одной большой семьей, замкнутой между небом и океаном. Долгое время на Корву даже не запирали двери. От кого прятаться, если все свои? Северную часть острова занимает огромная кальдера Калдейран. На ее дне озеро и островки мха образуют карту, которая, как шутят местные, удивительно напоминает очертания самих Азорских островов. Ирония природы. Модель архипелага спрятана внутри самого маленького его острова. Жизнь на острове формирует особый характер. Азорианцы — люди спокойные, гостеприимные, но с легкой грустью в глазах. Это чувство они называют саудаде, саудади. Это сложно перевести одним словом. Это светлая печаль, ностальгия по тому, что было, и тоска по тому, что никогда не случится. Это тоска по земле, когда ты в море, и тоска по морю, когда ты на суше. Эта общность особенно чувствуется во время праздников Империуш, фестивалей в честь Святого Духа. В каждом поселке есть пестрые часовни, где раздают хлеб, мясо и вино всем желающим. Бесплатно. Это древняя традиция обещания и благодарности, способ сплотить общину перед лицом непредсказуемой стихии. И, конечно, кухня. Главное блюдо Азор — кузиду. Это мясо и овощи, которые не варят на огне. Кастрюлю закапывают в горячую вулканическую почву на берегу озера Фурнаш. 6 часов томления при температуре земли. Еда пропитывается запахом серы, земли и вулканического пара. Это вкус самих Азор.
Сегодня Азоры стоят перед новым вызовом. Мир узнал об их красоте. Туризм растет, принося деньги, но и угрожая хрупкому равновесию. Как сохранить эту девственную природу? Азорские острова выбрали путь устойчивого развития. Они стремятся стать первым архипелагом, полностью обеспечивающим себя зеленой энергией. Геотермальные станции, энергия ветра и волн уже дают значительную часть электричества. Создаются новые морские заповедники, ограничивается рыболовство, строго контролируется строительство. Местные жители понимают, они не хозяева этой земли, а лишь ее хранители. Хранители последнего рая Европы. Их задача — передать эти изумрудные пики и синие глубины следующим поколениям, такими же, какими их увидели первые мореплаватели 500 лет назад. Азорские острова — это не место для пляжного отдыха в привычном понимании. Здесь нет золотых песков, и все включено. Океан здесь прохладен, погода капризна. За один день можно пережить все 4 времени года. Но именно поэтому сюда едут, чтобы почувствовать себя маленьким перед лицом величия природы, чтобы услышать тишину, которую нарушает лишь ветер, чтобы понять, что настоящая красота не требует фильтров. Азоры меняют тебя. Побывав здесь однажды, ты увозишь частичку этого вулканического огня и океанской соли в своем сердце. И где бы ты ни был, ты будешь чувствовать то самое саудади, зов Атлантики, требующий вернуться. Потому что Азоры — это не край света, это его начало.